Нам дали номер гуманитарного штаба, там, где нам могут помочь с одеждой, обувью, возможно, с какими-то гигиеническими средствами. Обувь. Нужна обувь, потому что мы в зимней обуви были. Надо что-то, то, что полегче, потому что жарко очень. Ну, нижнее белье бы хотелось, там, я не знаю, у меня нет. Посмотри, пожалуйста, ты влезешь сюда, какие хорошенькие, узенькие. Мы семья из Донецка. В 2014 году мы бежали из Донецка в Мариуполь, когда там началась война. Вид на море, все прекрасно. То, что Хеллфигер только. Ну, так не получилось. Пришлось второй раз убегать от войны. Но та война, которая была в Мариуполе, это, конечно, ад. В Донецке это было так. Название только «война». 8 марта на нашу улицу первый раз прилетели снаряды. То есть было, что днем шли бои, мы, когда слышали, что где-то рядом падает, что сейчас в ответ что-то прилетит, мы прятались в подвал. Но уже в последнюю неделю мы как-то могли готовить еду на костре, как-то могли выходить во двор, разжигали, что-то готовили, что-то делали. Но потом уже мы не могли даже этого делать. Там было очень страшно, очень. И уже когда нам в дом прилетело, в крышу, когда загорелся дом, крыша загорелась, он выскочил на улицу, стал сумки в машину бросать, заскочил обратно в дом, прозвучал опять взрыв, взорвалась машина. Она на газу была, видно, или попала осколок, или что-то. И уже от этих фосфорных бомб горел и дом, и машина. И мы уже выходили. И наверху там все горит, там бой идет. И мы приняли, во время этого всего с криками, со слезами, в какую сторону бежать. 2 дорожки, все равно вниз к морю. Мы с ними вместе ползли по асфальту, падали, прятались от обстрелов, начали свистеть минометы или что, начали осколки падать, и мы бежали понад домами, и дома были деревянные, шлакоблочные, кирпичные, и я все время старалась быстрее перебежать от одного дома, и все время сыну кричала: Илья, Илья, там где кирпичи, там где кирпичи, и они вместе с нами падали, мы падали, оно прям свистело, свистело. Это был, они стреляли прям по нам, то есть они видели передвижение, они нас видели сверху, что мы там бежим, они в нас стреляли. Какие у нас мысли? Мы каждый день смотрим видео, каждый день читаем какую-то информацию, новости. Ну что вони зробили з нашим містом? Уничтожили его, сожгли, разбили, растоптали, размазали, кровью пропитали всю землю там. Ну-ка, я уже не помню, где есть сахар, а один какой-то, больше сахар. Как жить? Ну вот как жить? Что нам делать? Ну вот как? Ну хорошо, спасибо, но это ж вечно не будет продолжаться, мы ж не... Сюда надо добавить. Я не знаю, у меня сын очень хочет уехать, он очень боится. Он все время боится, он говорит: мам, ты там сидела, ждала, ты тут, не дай бог, мы не хотим, чтобы тут что-то, не дай бог, происходило, но он говорит: зачем ты ждешь, если мы можем уехать? Он очень хочет, чтобы я его куда-то вывезла. Я не могу мужа бросить. Честно говоря, я чувствую незнание, абсолютное незнание и тоску. Но уже легче намного здесь, потому что хотя бы есть условия для жизни нормальной. Потому что то, что тогда было, это кошмар, тогда я не чувствовал вообще ничего. Просыпался и весь день в тумане, весь день вообще не понимаю, что происходит. Честно, я не знаю, где я окажусь, я же говорю, может, я поступлю во Львове, может, я смогу выехать куда-то, пойти в языковую школу, поступить за границей, я не знаю. У меня много вариантов, и мое дело закончить пока что школу. Ну да, здесь вообще пишется Куйбышевский район, да, место Донецк, Илья, здесь пишется в документе Куйбышевский район.
фактичне місце проживання це вже буде. Можете розвернутися. Что тебе, паспорт твой дать, да, чтоб... Не А надо? що, пам'ятаєш номер паспорта? Це заява щодо надання інформації про документ про загальну середню освіту. Всегда думаешь, что может прилететь в любой момент. Вчера мы были в храме, помолились, очень отпустило, очень легче стало. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Первое время было такое, казалось, что все это не с нами происходит, какая-то, как вне реальности мы были. И я психологу говорила, у меня такое чувство, что я вот болтаюсь, как шар воздушный, мне надо за веревочку поймать и опустить. А сейчас уже это ощущение ушло. Сейчас уже, конечно, уже ногами стоишь на земле, понимаешь, где ты, что ты, откуда ты выбрался. Иконы, вообще свечки поставили, помолились за здравие, за упокой, всем написали. От этого легче стало. В храме побывали. Мы из Мариуполя. Потому что первые дни к нам приходили, все, ну что же вы будете делать дальше? Мы не знали, что говорить. Мы не знаем. Куда вы поедете? Мы не знаем. Где вы будете? Мы не знаем. Ну, мы и сейчас, конечно, не знаем, но сейчас уже мы хоть спим. Я сделала вечером, аж часов 9, ночь уже как раз была, мы заселились. Ну, конечно, мы когда вошли, вау, после школы было вау. Кровать, постель чистая, душ, туалет свой, шкаф. Для этого время нужно. Вот я поняла, что время, вот как говорят, время лечит, пословица так, вот действительно так, время лечит. Я не знаю, легче или не легче, но, наверное, мир должен знать такие истории. Хочет опять включаться. А мне ж надо, чтобы он опять закипел.